Всем привет! Сегодня я покажу 3 рецепта классных, обалденных и необычных закусок, которые подойдут на любой праздничный стол. Для приготовления первой закуски нам необходимо на мелкой терке натереть крабовые палочки. Для того, чтобы проще их было тереть, подморозьте их предварительно. Первым делом нам необходимо подготовить крем-сыр. Для этого в крем-сыр добавляем 2 зубчика чеснока. Таких роллов мы приготовим 2 вида, поэтому часть крем-сыра смешиваем с натертыми крабовыми палочками. Нарезаем кабачок тонкими пластинами. И проще всего это сделать, как и я, овощечисткой. Кабачок смело можно заменить огурцом. После того, как нарезали кабачок, его немного можно посолить. Далее пластины складываем в стопку и оставляем на 5-10 минут, чтобы разошлась соль. Ну а теперь приступаем к формированию наших роллов. Берем немного крабово-сырной начинки и перекладываем ее на кабачковую пластину. А теперь закручиваем наш ролл. И такие действия мы проделаем, пока будет начинка. Все то же самое мы проделаем с сырной начинкой. Но только здесь сверху мы вставляем креветку. И не стоит переживать, кабачок нет необходимости ничем закреплять. После того, как мы его посолили, он стал мягким и податливым. Когда все роллы готовы, украшаем их зеленью. Такую закуску стоит подавать с соевым соусом. Напишите в комментариях, поддерживаете ли вы быстрые закуски на праздничных столах. Следующий вид закуски — это сырная корзинка с различными наполнителями. Для начала кружочками нарежем маслины. Помидоры черри разрежем напополам. Огурец сначала нарезаем шайбами и потом разрезаем их напополам. Тем временем, пока я это делаю, у вас время подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А вот теперь натираем сыр для наших корзинок. Сыр берите потверже для того, чтобы он не сильно растекся на сковороде. А далее застилаем сковороду пергаментом, для того, чтобы потом было проще доставать расплавленный сыр. И теперь на пергамент отправляем немного сыра. Даем ему время, чтобы он слегка расплавился. Затем снимаем со сковороды пергамент с расплавленным сыром и перекладываем его сверху на стакан, либо на форму от кекса, как это делаю я. И когда сыр остынет, у нас будет красивая сформированная сырная корзинка. А далее остается дело за малым. Нужно наши корзинки наполнить. На низ корзинки мы также положим сливочный сыр. Далее по половинке помидоры. Несколько заранее отваренных креветок. Красиво выкладываем нарезанный огурец. И последнее — это маслины. А сверху все это можно посыпать либо свежей зеленью, либо сушеными травами. Вот такие замечательные с буйством красок корзинки у нас получились. И последняя закуска подойдет как к обеденному столу, так и на любой праздник. Но только сегодня мы приготовим ее необычным способом. Для начала нарезаем сало произвольными кубиками, для того, чтобы его проще было потом измельчать. Для измельчения я обычно использую блендер, но также можно это сделать и на мясорубке. А пока я измельчаю сало, напишите в комментариях, приемлема ли вам такая закуска на праздничном столе. К такой закуске идеально подходит свежемолотый перец. И желательно перец перемолоть не в пыль, а оставить небольшими кусочками. Высыпаем перец на измельченное сало и хорошо перемешиваем. Соли мы не добавляли ранее, потому что у нас сало было засоленное. Но если вы возьмете свежее сало, то соответственно его нужно будет посолить.
Основу нашей закуски мы подготовили, а вот теперь придадим оригинальность. Для этого мы разделим ее на 3 части. В первой части мы придадим зеленый цвет. Для этого мелко нарезаем укроп. Пересыпаем его в первую пиалу и хорошо перемешиваем. Вторую часть по цвету мы оставим такая, как есть, но добавим несколько зубчиков свежего дыхания. И также хорошо перемешиваем. А в третью часть мы добавим копченой паприки. Это придаст соответствующий аромат и необычный цвет. Далее пищевой пленкой застилаем судок и перекладываем наше сало. Первый слой, который мы положим, это будет сало с паприкой. После того, как переложили сало в судок, его необходимо разровнять. От этого зависит, насколько вы получите красивый разрез. Следующий слой это сало с чесноком. И последний слой это сало с укропом. Когда все слои мы уложили на свои места, накрываем судок крышкой и отправляем его в морозилку. А тем временем мы пока займемся гренками. Для этого нарезаем хлеб и отправляем его подсушиться на сковородке. После того, как наше сало подмерзло, достаем его с морозилки и извлекаем из судка. И в этом отлично нам поможет пленка, которую мы застилали ранее. А вот теперь небольшими пластинами нарезаем наше сало. Посмотрите только, какие цвета мы получили. И в сочетании с гренкой из черного хлеба это просто бомба. Вот такие 3 замечательные закуски могут украсить ваш праздничный стол. Всем приятного аппетита!